Увидев это на компьютерной томографии, врач не поверил своим глазам. А когда раскрылась правда, вся больница была в ужасе. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Это невозможно, прошептала Виктория, вглядываясь в монитор томографа, как будто ее глаза могли быть неисправны. Экран не мерцал. Четкость, как всегда, кристальная. За 6 лет работы в этой частной клинике она пересмотрела тысячи снимков. Случаи бывали разные. Опухоли, кровоизлияния, последствия травм. Но такого снимка она не видела никогда. На аксиальном срезе головы пациента среди мягких тканей и костных структур выделялся тонкий, прямой формы предмет, почти симметричный, металлический. Он пронзал мозг сквозь центральные отделы, не вызывая на первый взгляд никаких повреждений, ни реакции тканей, ни следов вмешательства. Как будто его вставили. Тихо, аккуратно, без следа. Виктория нахмурилась, присела поближе, провела повторную серию снимков, увеличила масштаб, сменила настройки контраста, проверила калибровку аппарата. Все безупречно. Контур не исчезал, предмет был там. Машинально она нажала кнопку медсестры. «Пациент спит? Он вообще в сознании?» Голос дрожал, хотя она этого не осознавала. Голос медсестры ответил почти с любопытством. Сознание ясное. Жалуется на головные боли и странные сны. Сны. Эхом отозвалось в голове Виктории. Она замерла на секунду, потом резко поднялась и направилась в смотровую. Пациент уже выходил из капсулы томографа. Молодой, лет 30. Чисто выбрит, опрятен. Никаких татуировок, шрамов, кожных изменений. Ничего, что выделяло бы его. Он посмотрел на нее и улыбнулся. Не вопросительно, невежливо. Улыбка была знающей. «У вас все в порядке?» — спросил он мягко, слегка склонив голову. Виктория почувствовала, как кожа на спине покрывается мурашками. В его голосе прозвучала интонация, от которой захотелось обернуться, проверить, не стоит ли кто-то за спиной. Через 10 минут в кабинет вошел заведующий отделением доктор Трифонов. Человек, которого не волновали ни форс-мажоры, ни административные проверки. Ходил, как метроном, ровно, четко, без эмоций. «Что у тебя?» — спокойно спросил он, заметив ее напряжение. Виктория молча повернула монитор. Трифонов смотрел. Долго. Потом почти побледнел и спросил. «Аппарат не ошибся?» Проверила трижды. Это внутри. И, судя по снимку, давно. Нет воспаления, ни отека. Даже нет никакого следа, как будто он там с самого начала. А в истории болезни? 0. Ни операций, ничего. Ни единого шрама. Медкарта чистая. Повисла тишина. «Придется вызывать нейрохирурга», — тихо сказал Трифонов. «Пациента под наблюдение, без выписки, без контактов». Он ушел звонить. Виктория осталась. Она еще долго смотрела на изображение. Серый срез черепа. И этот тонкий, почти совершенный контур. Это была не просто игла. Это выглядело как антенна или нечто, имитирующее ее форму. Утром следующего дня она вошла в палату. Кровать была аккуратно заправлена. Подушка взбитая. На тумбочке пустой стакан. Ни запаха, ни следа. «Где пациент из 8-й палаты?» — спросила она у медсестры. Та замерла, не сразу поняв. Его нет в списке. «Что значит нет? Он поступил вчера, я сама». Она побежала к регистратуре, проверила архив, журналы, электронную базу.
Затем фотографии с камер. Видеонаблюдение прерывалось на 6 минут, именно в тот момент, когда мужчина должен был покинуть здание. После этого пустота. Никаких записей, никакого пациента, как будто он никогда не существовал. Началось расследование. Внутреннее. Потом полиция. Допросы. «Возможно, вы путаете пациентов», — говорили ей. «У нас нет таких записей. Может быть, вас кто-то подменил?» Она только молчала. Через 2 дня поздно вечером ей пришло письмо. Без имени, без текста. Только тема. «Спасибо, что ты меня увидела». Во вложении снимок компьютерной томографии. Датирован 9 годами назад. Тот же череп. Та же антенна. Только другое имя. Женское. На следующий день Виктория ворвалась в кабинет Трифонова. «Что это? Это фальсификация? Подделка? Вы что-то скрываете?» Трифонов посмотрел на экран и изменился. Как будто в нем что-то щелкнуло. Он закрыл шторы, проверил, выключена ли аппаратура, потом сказал почти шепотом: «Забудь об этом. Это старый случай. Тогда было распоряжение, работа с оборонкой». «Какая к черту оборонка? Он был живой, он смотрел на меня!» — сорвалась она. Он наклонился ближе. «Ты не понимаешь. Он не пациент. Он объект». Прошло 3 суток. Виктория почти не спала. Ее сознание скользило по грани. Сны стали длиннее, отчетливее. Она видела себя в белой комнате. Белые стены. Голоса вокруг неразборчивые, но звонкие. В ее руках тот самый предмет, металлический, холодный. «Нам не уйти», — говорила она кому-то. Они вживили это всем, мы — их передатчики. На 5-й день раздался звонок в дверь. На пороге 4. Черная форма, без опознавательных знаков. Один молча показал удостоверение. Буквы чужие. Не кириллица, не латиница, что-то другое. «С вами хотят поговорить», — сказал он. Виктория бросилась к заднему выходу. Но там уже стояли. Когда Виктория очнулась, она лежала на белоснежной койке. Стерильная палата, капельница, свет и он. Тот самый мужчина. «Здравствуй, Виктория», — сказал он спокойно. «Теперь ты понимаешь, почему я пришел именно к тебе». Она попыталась что-то сказать. Сухой воздух резал горло. «Что вы сделали со мной?» Он вздохнул. Улыбнулся едва заметно. «То, что должно было случиться 9 лет назад. Добро пожаловать обратно. Ты одна из нас». На следующий день Министерство здравоохранения провело экстренную пресс-конференцию. Инцидент назвали техническим сбоем. Пациент не существовал. Врач испытывает острый стресс. Клиника временно закрыта. Дорогие зрители, как вы считаете, что на самом деле произошло в той клинике? Оставляйте свои версии в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.